просто криминальная ситуация. Я вам хочу сказать, какое-то чрезвычайное происшествие. Я такого никогда в жизни не видел. Ох, нифига себе. Таня, А сколько у нас до выхода времени? что делать-то? Быстрее, давай. А сколько до выхода осталось? Да, у нас 15 минут максимум. Надо другую рубашку искать. Я хочу вам сказать, что сейчас вы присутствуете при удивительном событии. Впервые в истории российского шоу-бизнеса делается настоящая восковая фигура нашего русского артиста Витаса. Мы покажем вам сегодня документальные съемки, как это происходит, как сложен этот процесс. Но самое главное, что фигура нашего русского артиста появится во всех музеях Китайской Народной Республики. Их более 40. Я вам показал сегодня некоторых соседей нашего Витаса, но теперь приглашаю вас окунуться в таинственный мир производства восковой фигуры. Ниман Хэнпан. Просто удивлен и поражен. Десятки тысяч людей, которые собрались на стадионах, чтобы послушать Витаса. Для китайцев у них весь язык построен, это как пение птиц. Понимаете? И для них высокая частота, она действует на них, как будто их гипнотизирует кто-то. Не соизмерить вот этот успех человека, который приблизил китайский народ к России. И я поздравляю Витаса и Сергея Пудовкина в такой замечательной победе. Они принесли русскую песню в страну с самым большим населением в мире. Это я называю победой. Очень опасно. Смешной эпизод на концерте, на, там, я не знаю, 50-тысячная аудитория, стадион, море поклонников, истерика, охрана, и действительно это я никогда не думал, что я буду соучастником популярности артиста, сравнимой с Битлз. Надо посмотреть документальные съемки, документальные кадры, которые являются очевидным доказательством и свидетельством того, как наш русский
парень из Одессы, я имею в виду Витаса, стал артистом, которому ставят памятники. Мы в сопровождении охраны, там 8 или 10 персональных охранников, нас выводили с концерта в городе, я сейчас не вспомню, Нанькинь. Нас выводили после концерта через канализацию, я вам клянусь, через канализацию, потому что мы не могли выйти ни через служебный, ни через запасной выход. Там стояло, может быть, 10-15 тысяч поклонников, которые не попали на концерт, но которые хотели дотронуться до Витаса. А вы можете себе представить, если вас потрогает 15 тысяч китайцев? Ну, так могут порвать. Охранник вышиб какую-то там заброшенную дверь в какой-то люк, и мы буквально впрыгнули в машину. Я думал, порвут, перевернут, разорвут. Ты не поверишь, но он бежит 10-й километр за автографом Витаса. Ты не поверишь, я впервые такое вижу. Я никогда такого не видел в жизни.
Я сейчас расскажу немножко про артиста, который вообще к нам не может никак приехать, потому что у него график расписан на годы вперед. Он все время где-то ездит, вы понимаете? Вот он просто... Его почему нет по телевизору практически? Потому что он все время в Китае. Он все время в Китае и в Корее. Действительно, он ездит в личном вагоне, на минном самолете, все на китайском. И он еще рвет интернет в Америке. Витас стал социальным, знаковым и выдающимся явлением, к счастью, единственным из иностранных артистов в Китае. Это действительно шокирует воображение, когда артисту, нашему артисту, стоит памятник в Шанхае. Подожду еще чуть-чуть и собираться буду в путь. Вслед за надеждой и мечтой. Не загорать звезда моя. Постой. Подожду еще чуть-чуть. Покорить мне вершин, чтоб себя найти. Сколько же с отвесной скалы мне падать вниз, сколько начинать все с нуля, и есть ли смысл? Надежда
успеха артиста – это, первый, талант, действительно, такой внутренняя составная артиста, продюсерский талант, менеджмент, который продвигает талант артиста, и большие деньги.谢谢。